Был небольшой экстрим, все молились, чтобы хватило соляры до заправки. Кемпинг называется кемпинг последней надежды. Хорошее название. Мы приехали в зиму. Так, наступил вечер, у нас закончился газ полностью. 2 баллона пустые. Это жопа. Сейчас у нас будет еще одна попытка сделать переходник своими руками. Очумелые ручки рубрика будет. Надеемся, что она будет удачной, потому что иначе надо будет уезжать. Сколько раз ты менял, сколько вместе мы делали, никто не доглядел. Вот здесь такой надписи, что это аншлюз G12 для каких стран. Простояли мы 3 ночи в центре Братиславы, на такой бесплатной парковке возле офисного здания. Ночью было тихо сравнительно для центра. И выдвигаемся дальше. Что вы улыбаетесь? Выехали уже из Братиславы, едем в сторону гор. Да? Витя? Помаши зрителям. Чай? Помаши зрителям. Во. Короче, движемся. Солнышко, плюсовая температура, красота. Остановились на перекус. Что мы сварили? Я не знаю, как оно называется. Это макароны. Макароны? Макароны и тушенка, которую Наташа делала сама из индюшатины. Это макизди. Все И лечо домашнее. и домашнее лечо. Все Понятно. по-домашнему, как дома. И сок. Напиток такой. Местный. Нам вчера мы попробовали, понравился. Проезжаем мимо горнолыжной трассы. Люди катаются, ну такой угол серьезный. Едем по серпантинам. Тут проехали населенный пункт. С левой стороны была заправка. Мы не стали заезжать. Соляра уже была на исходе. Решили дотянуть до следующей. А следующей все нет и нет. Был небольшой экстрим. Все молились, чтобы хватило соляры до заправки. Дотянем, не дотянем. Ну, дотянули до автобана. Тут заправочка. Заправились, залили AdBlue. И Можно ехать дальше. можно. Так приятно, когда стрелки полные, да? Да. Всем доброе утро. В Словакии, скорее всего, зимний кемпинг не очень развит. Так нам показалось. Вчера заехали на один кемпинг, стояло в Парк-Фанате, что он открытый, но было закрыто. Шлагбаум закрыт. И сегодня утром дозвонились. Сказали, что там что-то наподобие парковки, без воды, без ничего. Доехали на второй кемпинг. Было открыто, но там вообще никого не было. Темнота, также ни электричества, ни воды. Заехали в следующий городок, Татранская Ломница. Стали возле ресторана. Вода вроде должна была быть, но, скорее всего, из-за холода воду перекрыли. Слив туалета вот в эту дырку. Чтоб серую воду слить, тут толком не подъедешь нормально. Ну, такое себе. Сейчас будем думать, едем дальше, либо остаемся. Скорее всего, поедем. Так как здесь нету воды, набрали ведро воды из ручья для того, чтобы можно было слить туалет. На этом спасибо. А хоть где-то воду нашли. Едем дальше, выбрали другой кемпинг в Польше. Попробуем там пристроиться, надеемся, что там будет и вода, и свет, и слив, и, ну, в общем, хороший кемпинг. Один из участников нашей команды вышел из строя. Наташа заболела. И тогда мы еще даже не догадывались, что это только начало. Буквально через день с тяжелым гриппом слегли уже все. И весь наш долгожданный отпуск накрылся медным тазом. Все, что мы так тщательно планировали, отменилось. Ни санок, ни лыж, ни коньков, ни прогулок по ледовому городку, ни зимнего парка, ни огней, ни веселых кадров. Вместо этого наш дом на колесах, термометр, чай с лимоном и лекарства по расписанию. А Новый год мы все встретили лежа в постели, все 4, с гриппом. Без фейерверков, без шампанского, зато с температурой и с полным набором симптомов. Так мы пролежали весь отпуск, а вернувшись домой, еще неделю провели на больничном. Вот такая невеселая история получилась. Но самое удивительное,
когда вы сейчас смотрите эти кадры, мы едем в новый кемпинг с ожиданием, с планами, с мечтами. Мы еще не знаем, что все пойдет совсем не по сценарию. И именно поэтому в этих кадрах столько предвкушения и искренней радости. Заехали в Польшу. Снега становится все больше и больше. Пейзажи красивые. Уже горнолыжный спуск какой-то. Ой, кататься на лыжах! Ой, блин, как красиво! Я тоже хочу! Приехали мы в Польшу, поехали на какой-то кемпинг. Там такой подъем заснеженный, что решили туда не соваться. Нашли другой, вот едем. Опять в пути. Хоть когда-нибудь нам повезет, улыбнется удача найти функционирующий кемпинг. Завтра будет немножко солнечно, по идее, по прогнозу погоды. Можно будет попробовать сделать в котелке, да? Или шашлыки сначала? Вопрос Всё. времени, когда мы это будем Котелок. делать? Котелок. После обеда или до обеда? Мы же еще погулять хотим. Не, ну мы гуляем. Мы гуляем, а начинает темнеть, приходим сюда, что мы по темноте не поэтому. Вспомнили в Люксембурге, мы вообще ночью делали. Да, мы украсим, котелок. фонарики повесим, свет включим. Ну, и котелок себе делает там что. Значит, тогда на котелок надо достать мясо. Да, достанем. Ну, и нормально Так. завтра. Ну, мы очень рады, что мы наконец-то нашли место. Конечно, не там, Ой, где это мы вообще хотели, капец. не в Словакии, а в Польше. Ну, Может, это не даже важно. лучше. Здесь есть снег, все так, как я хотела. Мне еще санки нужны. Не Ну, мы надо проезжали меня по этим мелкие, ну, такие, с Давай не, хотя бы не очень издалека. большим склоном. снимать. Горки Микрофон были. Завтра попробуем. Может, Я не- покатаемся. Вот у меня не надо. я Походим, сначала посмотрим, скажу отсюда издалека. Нет. Да, я не буду там. Больше всего нам надо, получается, под самый хороший день по погоде, нам надо сделать в Обзор. казанке. Обзор кемпинга. Потому где что шашлык души. пожарить быстро, а казанок долго. Сказать, как Это называется в лучшую кемпинг? погоду делать. Да? Там у нас ровно шашлык. Кемпинг называется кемпинг последней надежды. Хорошее название. Потому что надежду уже теряли. То где-то вот под таким углом заезжать надо, и А теперь льдом у нас нет. накатано. И объявление, что только на цепях ехать. Да. Кемпинг последней надежде. То занято, Но то... Ой. теперь у нас есть вода, свет, газ. Ну что, доброе утро всем, дорогие друзья. Мы приехали в зиму. Мы в городе Закопаны или Закопаны. Не знаю, как правильно ставить ударение. Здесь погода, хочется сказать, мороз и солнце, день чудесный. Идем гулять. Наконец-то моя шапка норвежская дождалась выгула. Все вам покажем и расскажем. Идемте гулять вместе. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы будем рады. Купили и надели лыжные штаны, чтобы не замерзнуть. Надеемся покататься на горке, на санках, на лыжах, не знаю. На улице... Ты ж на сноуборде хотела. Нет, на улице минус 5 градусов примерно, ночью было холоднее, ну, у нас в автодоме всегда тепло. Наш кемпинг достаточно большой, уютный, 3 звезды. Витя вчера рассказывал, мы заезжали в несколько, здесь уже в Польше, и не было мест, или было место без электричества. Иду и прислушиваюсь к своим ощущениям. Понимаю, что подо мной, под ногами толстый слой снега, который я последний раз видела И хрустит снег. лет 7 назад. Я вчера вечером еще, кстати, слушала, когда Ой, вышла. класс. Звук этот, я давно его уже не слышала. И не 2 снежинки, как вот у нас, а вот именно так это было, я даже не знаю, лет 7 назад точно. Хотя Гамбург расположен намного южнее. Ой, намного южнее. Смотрите, намного какая красота, севернее. как А мы блестит. сейчас южнее. Здесь снег есть, а в Гамбурге, если выпадет, то потом растает. Да, ну, Обычно не видели снега уже, так чтобы лежал давно. да, здесь полноценная зима, вот настоящая. Мороз небольшой, хотя на завтра передают на ночь Снегопад. минус 10, снег и днем минус 6. Но все равно это не сильный мороз.
А, ну снегопад. Да, Снегопад, снегопад. снег лежит, это какое-то чудо. Потопчемся, запомним ощущения, Я тебя да? еще снегу вываляю Звук. перед домом. Слепим снеговика обязательно. Бабу лучше, бабу. И на Новый год нам обещал прийти Дед Мороз. А шапочка у меня ничего? Такое. Не видно лейбы, ее надо вот так носить, чтобы... Нет, я не хочу так носить. Не надо, оно и так видно, это мотивчик Можно я тебе покажу, как норвежский. надо носить? Не надо. А, это неправильно, норвежскую. У Ты видела, меня как вообще норвежский норвежцы носят мотивчик. шапки? Нет, Остановись. мгновение, ты прекрасно. Ну, Ну, дай Рома! надену правильно. Таких домиков вдоль улицы очень много. Деревянные такие, симпатичные. Видно, что все для туристов. Много домов сдается. Здесь не только отели, а и частные дома, которые под сдачу, особенно в сезон. Вот уже мы табличку видим на одном из домов. Такие гостевые дома. Там Все. тоже рент. Да, все аккуратненькие, красивые, а деревянные так особенно. Гуляли по городу и увидели такое интересное строение. Скорее всего, это такой домик-музей, потому как при входе будочка такая, возможно, билеты продают. Сейчас зайдем, посмотрим внутрь. Купили билетик в этот мини-музей. Такие интересные инсталляции, все вверх ногами. Билетик стоит, если в евро переводить, примерно 6 евро. Чашки перевернутые. Ну, попить отсюда, наверное, навряд ли удастся. Придумал же кто-то и привлекают так туристов. Что-то необычное уже для нас. Осторожно, скользко, нас предупредили. Так, кажется, что ты заваливаешься. Кровать, не полежишь на ней. С подушками. Неудобно на потолке спать, одеяло падает. И в шахматы не поиграешь. Их приклеили. Но зеркало хоть так можно посмотреть. Это, наверное, спальня для девочек, по всей вероятности. Потому что столик такой, ну или для женщины, но обои как для девочки. Мишка розовый. Все вверх ногами. Все просто. Ну, заманивает. Думаю, детям интересно тоже посмотреть, да? Такой маленький домик. Поднимемся на второй этаж, если получится. Мячик завис. Как будто тебя шатает немножко. Ну, я думаю, этот эффект должен быть. Как на корабле, знаешь, когда штормило. Тебе не кажется? Надо держаться. Кто его знает, что это за конструкция. Так, заходим на кухню. Холодильник. Все как на кухне. Духовка, кастрюля. Все вверх ногами. Даже кран. Но вода, я думаю, отсюда не бежит. Иначе будет фонтан. А вдруг? Окошки. Но это вход. На самом деле входа нет здесь. Welcome. Вот такой домчик. Это, наверное, гостиная. Все правильно. Мысленно переверни, и будет уютная комната. С кресло-качалкой, с диваном, со столиками, с книжками и телевизором. Ну вот и все. Все такое деревянное и пахнет деревом здесь. Вот сделали такой маленький обзорчик. Что-то необычное. Я не знаю, как Человек-паук стоит. Вот так? Или вот так? Вот так? А крышка держится. Чайник тоже. Это все приклеено, наверное, на наш клей вот тот ведь. Медведь какой огромный. Ой, он, по-моему, это туалет. Да?
Он на унитазе сидит. Ой, фу-фу. Ну и все. Губолушка, нам туда надо. На санках в Закопане покататься на санках можно на организованных конных. Но это не Как то. туда? И, Попасть? например, так и на отдельных горках, например, на горе Губолушка, где есть как горнолыжные склоны, так и места для санок. Угу. Как так она? Губолушка. А ну-ка, сейчас мы глянем. Лабиринт выглядит вот Это так. недалеко от нас? Но это от нашего паркинга недалеко. Ледяной лабиринт. И называется это Сноуландия. Ну, можно завтра Я туда хз, пойти. сколько оно. Да ну, короче, глянем откуда. Ну, можно покататься на санках. О. Ого! О, годится. Карась. Лабиринт, да. Настоящий снежный лабиринт. Завтра покажем, а так вообще он выглядит. Он выглядит сверху вот так. Теплые носочки шерстяные продаются. Такой маленький рынок, как всегда. Санки, да, в центре города. Сейчас попробуем найти ложечку. Из Польши у нас ложек, кстати, нет. Это типа центральной площади, наверное, Наверное. какой-то одной. Мгм. Гуляем по центру города. Заглядываем в местные магазинчики сувенирные. Ложку пока не нашли. Здесь сладости. Все красивое, рождественское, новогоднее. Мы как медведи, такие все одетые, тепло. Ну, здесь таких медведей много по улице ходит. А для контента, Наташа? Не хочу я такого. С таким этим. В Гамбурге тоже таких полно. Все витрины так и зазывают туристов. Купить что-нибудь яркое, красивое, новогоднее. Музыка играет. Создается настроение. Классно. Какой шикарный вид наблюдают ежедневно жители этого города. Ну и туристы тоже. Красиво. Карпаты с другой стороны. Да? В украинских Карпатах я не была, а в словацких и польских удалось побывать. Красиво. Вот такие лошадки возят туристов по городу. Повозки такие. Готовим, как обычно, рагу овощное. Оттуда надвигается снежное нечто. Все черное, серое. Но нас это огорчает, но не останавливает. Все равно приготовим. И на улице холодно, приходится греться. Говорит, за что вы убили своего соседа? А поровну надо было наливать. Видите? Оп. И сейчас уже будем мясо погружать. Ох, ля, что там происходит? Ваше здоровье. Холодно? Да? Сейчас покажу, как Витя одет. Нет, нельзя. Давай, давай, давай. А ну переключись. Да, на снежок будет знатный. Вот подсними переход. Это как туча идет. Там еще небо ясное, а здесь уже снежная веселуха. Посмотрим, как завтра утром будет. Если дверь откроем, вот раз засыпало вот так. И дверь не открыть. Все, будем до весны здесь жить. Хорошо, еды много. А газа мало. Да, газа мало. Будем находить другие способы отопления. Альтернативные. Альтернативная энергетика, так сказать, будем изобретать. А что там изобретать? Все изобретено до нас уже. Эх. Сегодня хорошо погуляли еще.
Нежданно заехали в населенный пункт, который является лыжным курортом Польши, самым южным городом Польши. Всяких музеев, тут и мышиный музей, и попугай дом, и какой-то там, короче, и восковых фигур, что тут только нет, на любой вкус и цвет. Ледяной Так что, лабиринт. а? Ледяной лабиринт. Ледяной лабиринт, горки, это понятно все. Это лабиринт уже с весны ищем, да? Найдем. В этот раз нашли, наконец-то. Оказывается, он не во Франции, блин, а в Польше. Ну, влезет все. Сегодня не слоями. Сегодня у нас дамы в униформе. О, и чересчур много. Так Наташа сказала, что все равно. Давай, в тесте. Переключай камеру. Только куртку не заляп. А то наша Наташа обе не одобрят. Горячая, осторожно. На соль. А ну. Можно бы еще чуть-чуть, да? Да. Сейчас. Так, держи тогда. И шеф-повар Роман Николаевич. Все здесь. Я и Дюша Метелкин. Так, наступил вечер, у нас закончился газ полностью. 2 баллона пустые. Это жопа. Стоим в Польше. Сейчас пойдем на заправку спрашивать, могут ли они заполнить немецкие баллоны. Могут ли они нас спасти? Да, спасут ли нас. На улице -5. Покажи ошибку, Витя, тут показывает. Ну, я выключил его. Ну ладно, бог с ней тогда. Мы обошли 3 заправки. Везде нам отказали, немецкие баллоны не заправляют. Спросили у соседей, нет ли у них лишнего газового баллона. Ну, оказалось, что у них тоже такая же проблема. Тут переходники нужны, либо другие баллоны. Баллонам тоже нужны переходники. В любом Да, случае, другие- что для заправки нужен переходник и для пользования нужен переходник. Ну и разговаривали с соседями, оказались хорошие, добрые люди. Подогнали нам электрический обогреватель, так что ночью не замерзнем. Сейчас продемонстрируем, как все это выглядит теперь. Примерно так. Хорошо, что есть электроэнергия на борту. А завтра пойдем искать, где купить обогреватель. Рома греется, сидит. Настало утро. Вот, спасибо, переночевали. Благодаря С обогревателем, с ветродуйчиком электрическим. Электроэнергия есть. Но здесь так красиво, пошел снег и очень хочется уезжать. Сейчас будем пробовать в хозяйственном магазине найти переходники на баллоны, чтобы иметь возможность пользоваться баллонами польскими местными. Потому что по-другому мы обошли все заправки, обзвонили все, что есть даже в дальних частях города. Никто не заправляет немецкие баллоны. Сейчас у нас будет еще одна попытка сделать переходник своими руками. Очумелые ручки рубрика будет. Ну вот. Надеемся, что она будет удачной, потому что иначе надо будет уезжать. Зашли в магазин хозтоваров, купили тоже вентилятор и газовый обогреватель. Надеюсь, шланг или редуктор подойдет. Для кемперов, которые едут в Польшу, польские баллоны подходят к немецкому шлангу. Ходили туда-сюда, взяли газовый обогреватель, а там вот эта вот беда одинаковая, один в один с немецким. Мы пошли, взяли на пробу пустой баллон, поставили, прикрутили, все нормально. Потом пошли, заплатили за полный. И вот, теперь мы с газом. Сколько раз ты менял, сколько вместе мы делали, никто не доглядел. Вот здесь такой надписи, что это аншлюз G12 для каких стран. А мы мучились, что Австрия, польские... Германия, Финляндия и Польша. А мы мучились, что польские баллоны не подходят. Хотели сдать этот газовый обогреватель назад, но его не принимают, можно только обменять на что-нибудь. Вот в том магазине.
31 декабря вышла прогуляться по кемпингу, и вокруг новогодняя сказка, зимняя сказка. Настоящее волшебство. Столько снега не видела уже очень-очень давно. Нашу машину нужно скоро будет раскапывать. Многие чистятся. Снега очень много, идет уже 3-й день. Погода легкий мороз, безветренно, ну, чудо настоящее. Настоящая зима. Мы этого хотели. И мы здесь. Снег хрустит под ногами. Чистят дорожки другие кемперы. Но, если честно, этот снег даже чистить не хочется. Им хочется только любоваться, трогать. Он такой пушистый, свежий, чистый. Вокруг лес, горы. Посмотрите, какая красота. И красота-то везде разная. Летом одна, сейчас другая. Оделся и гуляй. Прелесть. Вот так красиво. Это Татры. Посмотрите, какие сосны. Надели белые платья. Иду и любуюсь. Получаю удовольствие. Да, снега очень много. Я бы сказала, очень много. Ну, это классно, супер. Наша машинка закопанная вся в снегу. Вышли прогуляться по вечернему Закопане. Очень красиво, ярко, снежно. Снеговые шапки на крышах, на кустах. 1 января. Итак, наш последний день пребывания в Закопане. Мы долго не снимали, потому что все болели. Так, спереди выглядит нормально. Здесь автодом был во льду, кое-где еще осталось. Это Рома вчера отогревал, тут водой отливал. Вся морда во льду была. Здесь он еще глыба льда висит. Некогда было выйти. Они не могли выйти на улицу, чтобы снег счистить, потом подтаяло, замерзло. Кемпинг сам по себе неплохой. Въезд. Можно домики снимать. У меня до сих пор температура. Слив тут, конечно, не очень удобный. Надо метиться. Слив для серой воды. Здесь мусорка. Это здание с душами и туалетами. Все очень устаревшее. Здесь слив. Кассеты. Такое себе отверстие. Туалет. Дверь толком не закрывается. Все тоже устаревшие. Сходить не могу. Здесь нет. Заканчивается наш больничный отпуск. Выезжаем из прелестного места такого, Закопаны, с горками, с лыжными, на санках можно покататься, куча всяких музеев и прочих интересностей. Все, выдвинулись дальше. Из мест, которые мы посетили в Закопаны, кроме аптеки, рассказать особо нечего. Поболели, подхватили вирус гриппа. Вот, едем еще все приболевшие, но надо ехать, надо на работу. Никуда не денешься. Больничный отпуск прошел так себе. Я
Ну ничего, все будет еще. Мы в первый день посмотрели, какие достопримечательности надо посетить. Но в итоге в связи с болезнью не посетили никаких достопримечательностей, кроме аптеки. Вот. Но зато узнали, что газовые баллоны немецкие подходят и польские газовые баллоны. Потому что изначально думали, что не подходит, и это была проблема, когда закончился газ. Ну, ничего. Узнали что-то новое, отпуск вышел не очень в связи с болезнью. Но такое место прекрасное разузнали, которое хочется посетить еще раз. Так, домой едем через Польшу. Видя за дороги в каких странах мы уже заплатили? Мы заплатили за чешские автобаны, за словакские автобаны. Теперь едем платить за польские автобаны. Хоть немецкие автобаны нам бесплатно. Да. Пробыли мы в Закопане 6 дней. За кемпинг отдали 307 евро. Кемпинг с душем, с горячей водой, с туалетами. Старенькая, но в принципе неплохо. Электричество есть. Круглосуточно работает ресепшн. Ну, законные 3 звезды, как и написано, есть в кемпинге. Сидим с Сержом. Включили, чтобы что-то какой-то музыкальный фон был. Включили польское радио. Пробило 12 часов. А теперь, короче, играет вот такое что-то. Уже 3 минуты. Вот время где 12:04. 4 минуты уже играет кто-то на трубе. И время от времени стучит молотком. Я не знаю, что это значит. Попробовали найти другую волну. Но или это по всем волнам, или это только одна ловит только здесь. Во, прошло, наконец-то. Немного отъехали от Закопаны, и уже плотненькая пробка стоит. Стоим уже минут 5 и движемся в час по чайной ложке. Вот так. Задавливают свиней. Свинья с пистолетом или с чем это она? С ведром и с пистолетом. То ли попрошайничает, то ли отбирает. Свинья под напряжением. Старая какая-то церковь. Дорога домой. Обнаружен более быстрый маршрут. Вы сэкономите 2 минуты. Нажмите, чтобы выбрать его. Спустились, можно сказать, с гор, с Карпат. И внизу здесь уже плюс температура, никакого минуса. Снегом практически не пахнет, кое-где в ложбинках лежит. И зеленая трава. Вот такие контрасты. Доехали до Побора. А, не, вот загорелась зеленым наша полоса. Это видно красным. Временно что-то было. Доехали до Побора. Сейчас заплатим и надеемся, что путь пойдет немножко быстрее, чем мы ехали до этого в пробке. Уже 4,5 часа где-то в пробке. Да, пробка за пробкой, ничего не поделаешь. Ну, сейчас посмотрим. Надеемся, что по платной трассе будет быстрее немного. Очень хотелось бы. Заплатили 17 злотых. Не знаем, за какой-то участок дороги. Едем уже по платной. Сейчас глянем, как будет быстро дело идти. Да, все стоят в очереди, чтобы заплатить. Добровольно расстаться. Добровольно, да. Заплатить за пробки. Расстояние в пробках. Да уж. Зачем они это все делают? Дайте мне денежки. Так, следующий побор. Так от прошлого побора прошло буквально всего ничего. Проехали капельку, немножко совсем. Единственное, что покушали. Все, больше ничего. И снова побор. И ладно, тот побор там немного, но ты в этот побор в очереди стоишь полчаса.
Ой, побор. Вибачте? Німецька. Дойчланд. Ви вже платили цією картою. Працює? Так. На все добре. Сама ты не працюешь, еще 17. Да мне все равно, раз такая, то ставь. Что за катка? Катка не працює. Сидит ворона какая-то. Що за картка? Що за картка? Кар. А где-то Едем. С самого начала стояло 7 часов до Дрездена с половиной, по-моему. Едем уже 9 часов. И еще 2 часа осталось. Надеемся, что это только 2 часа. назовешься. Доброе Серия «Всё утро. как есть». Серия Рассказывай всю правду. Рассказывай всю правду. Да, короче, переночевали возле Дрездена на бесплатной стоянке с электричеством. Газа у нас уже давно нету. Потому что мы приехали. Да. Все закрыто уже было, это уже сегодня было. Да, сегодня утром уже приехали, переночевали. Ну, хорошо, электричество было, подключили свой электрический обогреватель. 8 евро хватило как раз до половины 7 утра. И вот выдвигаемся дальше. в таком виде. Прохладновато, да. Сейчас нагреемся. Едем дальше, как обычно застаем все. Только что мел снег, теперь уже солнышко вышло. Вокруг на деревьях лежит снег, такие лапы ели красивые, с белой бахромой. Неописуемо, как в сказке. Очень красиво.